Костян, я на связи. Чё, Гош, мы тоже на вышке. Чё, как Волчанский едет, помнишь? Ну, бывает на агрессии, бывает тупит. Ты же первым номером поедешь, я тебе расскажу потом все. Едь первым по заданию, да и все. Я когда на торможении ставился и ни бэквардом не заезжал, это нормально смотрелось? Да, нормально смотрелось. Нам без разницы, как смотрится. Нам надо пройти дальше. Едем траекторию, да и все. Он на разгоне отпал, потом маленько подъехал через борщ и в конце чуть вылетел. На постановке аккуратно с ним, он может очень узко заехать. И прям сильно близко не надо к нему ехать. Сегодня мы на РДС GP на 6-м этапе в городе Красноярск, на нашей родной земле, на родном Красном кольце, в сервисном парке. Столько народу, столько палаток, гоночных команд, больше 50 человек заявлено в гонку. Все, кто приезжие ребята, они на Красном кольце все равно, кто-то не ездил никогда, кто-то ездил, но очень давно. Возможно, думают, что мы более вкатанные в данную конфигурацию. Но, к примеру, я давно не ездил в эту конфигурацию, для меня она как заново дается. Судейское задание, оно все равно каждый раз меняется слегка. Тут уже сильно не имеет значения, вкатаны мы в эту трассу или не очень. От уровня пилота, от уровня его подготовки зависит больше, чем от того, в какую ты в трассу вкатался. Перед тем, как я сюда приехал, я смотрел ролики, и по видео мне показалось, что трасса достаточно простая. Но только до того момента, пока я сюда не приехал и не прокатился с Аркадием. Ну, он как бы тут местный герой. Трек-то на самом деле довольно сложный. Быстрая постановка, потом довольно сложная перекладка. А потом у тебя должно хватить мощности, чтобы доехать до внешней кромки внутренней части трассы. Так что трек довольно сложный. Как сказал Аркадий, если ты максимально освоил это кольцо, то ты можешь ездить практически по любому треку в России. Может, поэтому красноярские пилоты настолько хороши, что столько времени проводят на этой трассе. Еще раз расскажи, как он проехал. Он проехал на разгоне с расстоянием в 3 корпуса, потом херово подъехал, потом опять отвалился, а потом в конце еще и колесом съехал за пределы трассы. Саня, а у нас сцепление, если что, есть с собой? Да, есть, Гош. Близкий парный заезд всегда очень рискованный. Если впереди идущий сделает что-то не то, ты можешь просто отвалиться или развернуться. Если качественно споттер тебе донес информацию, то меньше шансов, что ты проиграешь просто из-за какой-то там, значит, неразберихи. Споттер — это человек, который объясняет гонщику, где он допускает ошибки, как ему поступать в какой-либо ситуации. Сейчас такое ощущение, что сильно ты быстро разогнался и более эффективно пришлось тормозить. Траекторно все попал, все четко, но чуть-чуть рвано было. Сначала быстро, потом чуть медленнее.
Лучше середину выбери, сожрите скоростью. Принял, все услышал, сейчас ага, помедленнее поеду. Споттером больше всего пользуешься, когда едешь парный заезд с каким-либо пилотом, у которого есть все равно в езде какие-то особенности, и споттер должен зафиксировать в тренировках, как какой пилот едет, какой быстрый, какой медленный, где кто тормозит сильно, где кто ускоряется. И перед парными заездами споттер, прочитав свои записи про каждого пилота, может донести информацию до пилота, что вот этот соперник здесь едет быстро, там сильно тормозит, будь аккуратен. Ну и пилоты иногда подходят друг к другу, говорят, кто как проехал. Допустим, Женя Лосев всегда, если увидел мой проезд, где-то там что-то какой-то в моей езде увидел непонятку какую-то, он всегда подойдет, скажет, я ему тоже говорю. С Аркашей мы постоянно обмениваемся информацией. Это тоже сибирская, мне кажется, тема, потому что мы когда гоняли здесь в Сибири в чемпионате и иногда приезжали на Запад, мы удивлялись, что мало вот такого рода общения идет. А здесь как-то мы приучились так, что если какая-то информация есть важная для другого пилота, несмотря на то, что он твой соперник, поделиться всегда можно, потому что в целом мы добьемся в итоге красивых парных заездов и развивать будем дрифт вот свой наш. Ой, сколько единичек, и лучший результат на этапах, первый чемпионами оба были. Гоча все еще является действующим чемпионом российской дрифтерии, еще и лидером личного зачета. И сейчас только Писегов может помешать ему это лидерство упрочить накануне заключительного этапа. Поехали! Два Ниссана. Сильвия с 15 с мотором SR20 у Гочи и Skyline с мотором VR38 у Писегова. Гоча промахивается мимо первого клиппинг-поинта. При том, что мы помним, у Писегова есть привычка этот первый клиппинг-поинт брать. И это, возможно, окажет серьезное влияние на то, что в итоге решат судьи. Но пока у нас даже первый проезд не окончен. 48 км в час было на постановке у Гочи, почти 150. Это примерно соответствует его результатам в тренировках. Гоча, наш первый клип мимо, и он достаточно близко был, надо его атаковать. Молодец, ты буквально воспринял слово «атаковать». Все здорово, красавчик. Сцепление уже на подходе. Надо его остужать, наверное, будет сейчас, сцепление. Принял, готовимся. Готов отчасти согласиться с постановкой такой, что сибирские дрифтеры самые сильные. Но в целом, конечно, это происходит потому, что здесь есть такая трасса, на которой можно в любое время фактически, которая, наверное, самая лояльная трасса в России к дрифту. Да? Никакого другого места в России нет, где можно столько ездить и за такие небольшие деньги. Я думаю, что это вопрос характера. Сибирякам всегда было сложнее, да? Тут нужно было выживать, там, типа, валить, стараться, добиваться. Ну и в том числе среди сибиряков, которые в топе есть еще армяне, армянские сибиряки. Нам тоже всегда по истории приходилось бороться. Что касается спортивной части, то трасса техничная. Она очень прикольная. Я ее первый раз вижу вживую, я понимаю, почему эти парни вот так валят. Потому что обычно сюда зайти скучно, неинтересно. Здесь надо все время жопой вперед заходить. То есть уже есть какой-то таргет, да, вот куда нужно стремиться каждый раз. Местный уровень и стиль езды, он очень похож на японский, но в него много чего добавлено. Получилась такая новая смесь, как бы такой русский дух. И уровень пилотирования здесь весьма хорош. Мы сегодня и на трассе видели кучу талантливых водителей, и в техпарке множество интересных машин. Наверное, это наиболее бурно развивающееся в плане дрифта место в мире, и мне очень интересно, что здесь произойдет в ближайшие несколько лет. Сейчас первым номером осторожнее на постановке, клип не пропускаем. Похолодало, чуть пораньше встань. Гоч, как сцепление?
Уже срабатывает то в начале, то в конце, но пока дюжит. Сзади какая-то вибрация пошла, или с дипа, или с колес. Конечно, трибуны приветствуют финалистов Оди Бакчис, Георгий Чевчан. Ну что, я добрался. Для меня даль, конечно, несусветная. В смысле, не только Россия. Я долетел до России, пересел на другой самолет и летел еще 5 часов, чтобы добраться до этой глухомани. Но здесь на самом деле очень прикольно. И с дрифтом тут тоже все хорошо, несмотря на то, что тут рядом-то ничего нет. У меня просто разрыв мозга произошел, когда я увидел, насколько здесь развит дрифт. Один из местных, красноярская суперзвезда Гоча, мы с ним впервые увиделись в США. Он приехал на Формулу Дрифт, зашел ко мне в мастерскую, типа: «Оди, а можно здесь шины обуви? Меня Гоча зовут, если что». Я такой: «А это что за чувак? Ну, ладно». Потом я прилетаю в Японию на первый кубок по дрифту FIA, и он тоже там. И тут сразу стало понятно, что ему там комфортно, своя машина и так далее. Когда он поехал, я такой: «Ого, а этот парень-то крут». Очень круто на своей тачке ездит, и оказывается, он лучший в России. Один из прям топа. И это было видно, он очень здорово валил. Поэтому, когда я приехал сюда, я четко понимал, что если мне придется ехать против Гочи, это будет, ну, очень трудно. По-моему, Бакчис разгоняется сильно, а потом долго висит на ручнике, да, насколько я помню? Все именно так, не забываем про это. И сейчас морду прогрей, пока тебя не позовут. Прямо стопудово целится в клип, прям целится туда. При любом раскладе он туда заезжает. Гоч, как температура? 96. Включи орошайку, не выключай ее вообще, пускай работает постоянно. Костя, ну чё, то, что я там в сиське по другой траектории поехал, нормально? Да и все, ты отсушил его, отработал, все нормально. Клип первый вспоминай, и все, остальное все хоть. Гоч, аккуратно, он развернулся. По-моему, я бэквардом заехал. Не по-моему, а заехал, еле выполз. Я же тебе говорил поаккуратней. Молодец. А бэквард был не замедляющий его? Ну, непонятно, подожди, сейчас скажут. Все, выиграли. Все. В педалях кружат кеды. Не просто едет, а летит моя ракета-пушка. Ракета-пушка. Пушка. Ракета-пушка. Ракета-пушка. Давай проверим, чья здесь ракета-пушка. Ракета-пушка. Давай проверим, чья здесь ракета-пушка. Ракета-пушка. Ты
ты впервые участвуешь в RDS GP, в российской дрифт-серии. Мы знаем, что тебе нравится. Но может ты на камеру скажешь пару слов про РДС? Нравится тебе здесь или нет? Ну или так, типа, немного прикольно и все. Мне нравится. Очень весело. Было очень здорово увидеть... забыл, как город произносится. Красноярск.